Всем привет! Сегодня мы будем готовить праздничный стол из 8 блюд, который подойдет под любое торжество, будь то Новый год, день рождения или семейный ужин. Все блюда очень вкусные, оригинальные, и их приготовление не займет у вас много времени, а необходимые продукты есть в каждом сетевом магазине у дома. И рецепты я, как всегда, оставлю под видео в описании. И прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, впереди еще много интересных видеорецептов. Очень вкусный салат форель под шубой. Делать я его буду в кольце, но также будет очень красиво, если выложить его слоями на тарелке. Первый слой – мелко нарезанный свежий огурец. Затем нарезанная кубиками малосольная форель. Измельченная авокадо. Мелко нарезанная половина маленькой красной луковицы. По желанию луковицу можно ошпарить, но я этого не делала, она не горчит. Слегка смазываем домашним майонезом. И выкладываем нарезанную кубиками одну небольшую вареную морковь. Следующий слой – 2 вареных яйца. Теперь майонез. Украшаем салат кусочками форели, обжаренными хлебцами и зеленью. До подачи обязательно держать в холодильнике. Салат груша с моцареллой. Я настоятельно рекомендую вам приготовить такой салат. Это просто невероятное сочетание. Для начала приготовим заправку. Для этого в плотно закрывающуюся банку добавим 2 столовые ложки зерновой дижонской горчицы, столовую ложку яблочного уксуса, 2 столовые ложки меда, пол чайной ложки соли, треть чайной ложки молотого черного перца и примерно 8-9 столовых ложек оливкового масла. Перемешиваем, плотно закрываем крышкой и энергично трясем, чтобы содержимое превратилось в эмульсию. 2 крупные спелые груши разрезаем пополам и очищаем от кожуры и сердцевины. 3 шарика моцареллы нарезаем тонкими ломтиками. Половинки груш также нарезаем средней толщины ломтиками и сверху посыпаем цедрой лимона. Поливаем лимонным соком, чтобы груши не потемнели. В глубокую миску выкладываем предварительно промытые и просушенные листья шпината и рукколы. Половиной заправки поливаем наш салат. И аккуратно перемешиваем. Выкладываем салат на тарелку. Поверх салата выкладываем моцареллу, а между ней ломтики груш. Поливаем заправкой и посыпаем кедровыми орешками. Можно подавать. Канапе. Мы сделаем 2 вида канапе, оба очень простые в приготовлении и очень вкусные. В первом варианте шарики моцареллы выкладываем в глубокую пиалу. Добавляем пол чайной ложки сушеных прованских трав, немного оливкового масла и все перемешиваем. Помидоры черри разрезаем пополам. На шпажку вначале накалываем половинку помидора, шарик моцареллы, любую зелень, у меня это руккола, вторую половинку помидора, оливку или маслину.
Для второго варианта канапе у шприца предварительно отрезаем край ножом. Аккуратно вырезаем кружочки вначале у хлеба, потом у салями, затем у сыра. Повторяем все дважды. На шпажку накалываем целую помидорку черри и выдавливаем с помощью шприца наши кружочки. В конце накалываем маслину или оливку. Невероятно вкусная, сытная и красивая закуска из сельди. В нарезанную полукольцами половину среднего фиолетового лука добавляем чайную ложку яблочного уксуса и заливаем водой комнатной температуры. Оставляем мариноваться минут на 10. В натертые на мелкой терке 2 вареные свеклы выдавливаем через пресс 1 зубчик чеснока. Добавляем 50 грамм любого сыра и домашний майонез по вкусу. Ссылочку, как готовлю его я, оставлю под видео. Все хорошо перемешиваем. Теперь черный хлеб. Берите любой по своему вкусу, со злаками или как у нас обычный ржаной. У каждого ломтика стаканом выдавливаем круги. В разогретую сковороду вливаем растительное масло. Обжариваем кружочки хлеба с 2 сторон до румяности и даем остыть. Чайной ложкой выкладываем на поджаренный хлеб салат из свеклы. Поверх кладем кусочек малосольной селедки, украшаем петрушкой и колечком маринованного лука. Невероятно аппетитная закуска к праздничному столу готова. Вполне может заменить и селедку под шубой. Мясо по-французски. Оно получается нежным, сочным и сразу с гарниром. Мясо нарезаем кусками толщиной примерно 2 см. На мой противень помещается 6 кусков. Выкладываем их на рабочую поверхность и накрываем пищевой пленкой. Отбиваем мясо молоточком. По вкусу добавляем соль и перец. Мелкий картофель нарезаем тонкими кружочками. Если у вас картофель крупный, режьте на четвертинки, чтобы в духовке он пропекся. Перекладываем картофель в глубокую миску. Добавляем немного растительного масла, перец, соль по вкусу. И все хорошо перемешиваем. Одну большую луковицу нарезаем мелкими кубиками и высыпаем в глубокую миску. Добавляем 180 грамм мелко натертого сыра и 10 чайных ложек домашнего майонеза. Все хорошо перемешиваем. Добавляем немного воды, чтобы масса стала более жидкой. Так при запекании сыр не пригорит. В разогретую сковороду наливаем немного растительного масла и выкладываем наше мясо. Обжариваем его с 2 сторон по минуте, чтобы мясо запечаталось и при запекании осталось сочным. Противень застилаем бумагой для запекания и выкладываем наш картофель. На картофель я выкладываю кусочки брынзы, мне очень нравится это сочетание. Но можно этого не делать, все равно будет вкусно. На картофель выкладываем куски мяса.
а на мясо тонкие кружочки помидор. И заливаем все это сырно-луковым соусом. Распределяем равномерно по всему противню и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 40-50 минут. Яркий, невероятно вкусный и сытный праздничный салат Тбилиси. Сочетание мяса, овощей, зелени и специй никого не оставит равнодушным. 400 грамм говядины предварительно отварим в подсоленной воде с лавровым листом до готовности. Остужаем и нарезаем тонкой соломкой. Предварительно очищенный от семян 1 болгарский перец нарезаем соломкой. Половину среднего красного лука нарезаем тонкими полукольцами и заливаем кипятком на 2 минуты, чтобы вышла горечь. 60 грамм предварительно помытых и просушенных грецких орехов рубим ножом на небольшие кусочки. Орех в салате должен чувствоваться. Измельчаем пучок кинзы. Если вы не любитель кинзы, замените зеленью по вкусу, но именно кинза придает яркость салату. 2 спелых средних помидора очищаем от плодоножки и нарезаем крупными дольками. В глубокую салатницу выкладываем говядину, предварительно промытую и просушенную консервированную красную фасоль, резанные помидоры, кинзу или зелень по вашему вкусу, грецкие орешки, лук и болгарский перец. Через пресс пропускаем 2 зубчика чеснока. Перчим, солим по вкусу. Добавляем 1 чайную ложку хмеля сунели, столовую ложку сока лимона, 4 столовые ложки оливкового масла и все хорошенько перемешиваем. Наш ароматный праздничный салат готов. Очень вкусный, нежный, сытный мясной салат. Недавно узнала, что его называют обжорка. Вот уж действительно, кто хоть раз его попробовал, покорен навсегда. Для начала очистим 500 грамм шампиньонов. Со шляпки гриба удаляем пленку. Ножку очищаем от загрязнений с помощью ножа. Очищенные шампиньоны режем пополам и нарезаем тонкими пластинами. 1 крупную луковицу нарезаем мелкими кубиками. 1 крупную морковь натираем на крупной терке. Отваренную в подсоленной воде с лавровым листом 500 грамм говядины нарезаем тонкой соломкой и перекладываем ее в глубокую салатницу. 4 средних маринованных огурца нарезаем тонкой соломкой и добавляем к мясу. В разогретую сковороду наливаем растительное масло и выкладываем лук. Обжариваем до золотистой корочки. Поверх лука выкладываем грибы. Перемешиваем и обжариваем на среднем огне минут 5. Солим по вкусу и жарим при открытой крышке до готовности еще минут 10. Перекладываем грибы в глубокую миску и даем остыть. В сковороде, где готовили грибы, обжариваем морковь до мягкости. К мясу и маринованным огурцам добавляем остывшие шампиньоны, обжаренную морковь, 4 чайные ложки домашнего майонеза,
И все тщательно перемешиваем. Аккуратно выкладываем салат в кольцо для формовки салатов и можно подавать к столу. Обязательно приготовьте, он по праву займет почетное первое место на вашем праздничном столе. Надеюсь, мой вариант праздничного стола пришелся вам по вкусу. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и делитесь им с друзьями. Всем желаю отличных праздников!